привет! Выставляю на продажу портативную пишущую машинку Olympia Progress. Машинка выпущена в 1949 году в Восточной Германии на заводе в городе Эрфурте. Является классической немецкой портативной машинкой. Самое яркое воплощение немецкой школы пишмашстроения, для которой главное это надежность, долговечность машинки. Машинка сохранилась в отличном состоянии, на ней почти что не работали. Все функции машинки функционируют без нареканий, прекрасно сохранился внешний вид машинки, ее лакокрасочное покрытие, декали, клавиши, шрифт. Все находится практически в новом состоянии. Цена машинки 12 тысяч, в комплекте сама машинка. Сохранился также в отличном состоянии футляр к ней вместе с замком и заводская инструкция. Рассмотрим все функции машинки. Под подставку или под саму машинку лучше подкладывать мягкий материал, чтобы глушить лишний звук. И одновременно вкручивать несколько листов. Вместе с листом для печати 2-3 листа для смягчения удара. Прикладываем лист на щиток каретки, прокручиваем от себя и прижимаем бумагу планкой с двумя роликами. Перемещаем каретку в начало строки и можем печатать. На клавиатуре находятся все символьные клавиши. Здесь еще установлена старая раскладка и один укен, включающая в себя все буквы русского алфавита, включая твердый знак «ё». Две клавиши верхнего регистра. При нажатии на любую из этих клавиш каретка приподнимается так, что по валу ударяет верхний символ литерной колодки. На машинке установлен стандартный мелкий шрифт с маркировкой плюс. Шрифт очень красивый, хорошо читается, пребывает в идеальном состоянии, идеально ровная строка, все литеры пропечатываются без повреждений. Клавиша замка верхнего регистра фиксирует каретку в положении верхнего регистра, что удобно при написании заголовков или материала из цифр. Все цифры также находятся в верхнем регистре. В циферном ряду не наблюдаем цифр 3 и 0, они передаются буквами Z и O в верхнем регистре. Клавиша освобождения полей для захода за полеустановления. Клавиша обратного хода, при которой каретка делает один шаг в сторону начала строки. Справа от клавиатуры находится селектор цвета. Он трехпозиционный. Здесь мы видим три точки: синяя, белая и красная. Обычный режим синий индикатор, при которой литера ударяет по верхней половине ленты. Лента приподнимается лишь наполовину. Белый индикатор — это холостой ход без ленты. Красный цвет — второй цвет, если бы лента была двухцветной. На этом с клавиатурой все. На каретке находится интервальный рычаг. С помощью интервального рычага одним движением переходим на следующую строку. Таким образом. Установитель межстрочных интервалов трехпозиционный. Всего интервалов 3. При минимальном интервале вал делает 2 шага. При полуторном интервале 3 шага. И при двойном интервале 4 шага. Вал вращается по равномерным шагам с помощью трещотки. Слева на вале укреплено зубчатое колесо, которое взаимодействует с металлическим роликом. И получаются равномерные одинаковые шаги вала.
Трещотка нужна для того, чтобы выдерживалась ровная строка и вал не болтался. Для того, чтобы выключить трещотку, есть два способа. Способ первый. Рычаг сзади сливанной каретки, перемещаем его вниз, и вал свободно вращается. И при таком способе этот рычаг отводит металлический ролик от зубчатого колеса каретки, зубчатого колеса вала. И другой способ, можно нажать на кнопку на ручке вала, и тогда будет отвязываться зубчатое колесо от самого вала, и вал уже не вернется в то положение, в котором был до этого. Далее, рычаг свободного хода каретки для перемещения по всей длине вала. Нажав одновременно этот рычаг и клавишу освобождения полей, можно перемещаться по всей длине вала. В конце строки звучит звонок и срабатывает блокировка клавиатуры. Она нужна для того, чтобы не зайти за лист. Вот, клавиша не нажимается. И нажав эту клавишу, можно писать хоть до конца вала, если потребуется. Сзади на каретке находятся два полеустановителя. Они перемещаются по планке. Левый ставьте по началу строки, правый по концу листа. Рычаг освобождения бумаги. Для того, чтобы бумага при печати не болталась, не перекашивалась, она прижата к главному валу двумя рядами резиновых роликов. Один ряд и другой где-то здесь. И для того, чтобы бумагу быстро вытащить одним движением, этот рычаг перемещаем к себе, и бумага легко выскакивает. И бумагу нужно устанавливать. В конце эти валики, они прижаты к валу. И также этот рычаг удобен для выравнивания листа бумаги. То есть в таком положении, когда этот рычаг к себе, бумага свободно болтается, и можно выровнять ее. И в таком положении лист уже жестко прижат. Для прокручивания вала есть ручка справа на каретке. Левая ручка в этой модели отсутствует. Она есть в модели Olympia Elite. Техника удара при печати. Удар по клавише должен быть легким, четким, отрывистым. Нужно ударять по клавише так, чтобы литера как можно быстрее вернулась в исходное положение. Конструкторы машинки позаботились о том, чтобы удар по клавише был не просто легким, но и приносил тактильное удовольствие. Чтобы покупатель выбрал именно машинку фирмы Olympia, а не какую-нибудь другую. Если при печати на современной клавиатуре компьютера нам нужно лишь замкнуть контакт на электрической схеме, то здесь нужно помогать механизму, чтобы литера как можно быстрее вернулась в исходное положение, уступая место для следующей литеры. На машинке неплохая скорость печати, она устроена очень грамотно, надежно. Очень долговечная. На этом все. Спасибо за просмотр. Купить машинку можно, приехав ко мне в Ростов-на-Дону в район военведа. Также я могу ее привезти по городу Ростову-на-Дону или в пригороды, такие как Таганрог, Батайск, Азов, Новочеркасск. Или можно машинку выслать по России. Транспортная компания Боксбери и деловые линии. На этом все. Пока.